Сегодня против знатоков. Лев Шемелов, Москва. Ирина Манина, город Кулебаки, Нижегородская область. Нина Ластовкина, Саратов. Екатерина Кудрявцева, Новокузнецк. Гаяне Аганейсан, город Шилово, Рязанская область. Сектор Ретро. Голубицкий, город Зеленодольск, Татарстан. Игорь Полипчук, деревня Малая Викоровичи, Белоруссия. Ляля Бойко, Москва. Людмила Синякова, город Троицк. Михаил Миронов, Нижний Новгород. И 3 карты на зеро. Благодарю вас. Спасибо. Начинаем игру. Добрый вечер. Сегодня последняя отборочная игра. И через неделю финал. Некоторые думают, я чувствую, что за это время, за этот месяц условия финала смягчились. Нет, отнюдь. Как мы вначале договорились, так и будет. Через неделю будем играть на судьбу клуба и заодно на мою собственную. Выиграю знатоки финал, я подчинюсь их решению. Предполагаю, что они захотят продолжить игры. Проиграю знатоки, я свободен и, как сказал раньше, заканчиваю свою жизнь, свою деятельность в элитарном клубе. Таково мое решение. Господа, сегодня, может быть, в последний раз перед финалом мы повеселимся. Ибо сегодня играют знатоки 3-го тысячелетия. Знатоки будущего. А что есть наше будущее? Вот, госпожа Орлова, что есть наше будущее? А? Дети, они перед вами. Мысль банальная, но правильная. Действительно, сегодня играют дети. Итак, сегодня 23 декабря 2000 года, московское время, посмотрим, 21 час 53 минуты, и мы начинаем 5-ю прямую трансляцию юбилейных игр в элитарном клубе «Что, где, когда». Сегодня за игровым столом дети знатоков, поверьте, их гораздо больше, чем мы сможем показать. Поэтому сегодня играют самые настойчивые и одаренные дети. Или, как раньше говорили, дети самых настойчивых и одаренных родителей. Студентка 2-го курса Марина Друзь. Ученик 3-го класса Митя Еремин. Ученица 6-го класса Маша Орлова. Ученица 9-го класса Саша Царькова. Первоклассник Даня Еремин. Ученик 11-го класса Андрей Белкин. Ученик 6-го класса Максим Каморин. Студентка 2-го курса Настя Овчинникова. И капитан команды студентка 2-го курса Кира Лутовинова. Тренер команды — один из лучших капитанов 80-х годов Владимир Лутовинов. Юбилейные игры «Что, где, когда». Поколение 3-го тысячелетия. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. $4000. Играем на 4000. Против вас играет студентка из Новокузнецка Екатерина Кудрявцева. Вот она стоит у пушки. Внимание! Переход Суворова через Альпы.
Маленькие господа, как-то художник Цуриков, а кто-нибудь знает такого художника, нет? Не знаем. Ну, не знаем. Кто не знает, поднимите руку. Итак, художник Цуриков решил показать эту картину военным специалистам. Давайте рассмотрим и мы, телезрители, эту картину. Хорошо бы фокус был. Спасибо. Итак, военные специалисты, все как один, заявили, что на картине изображено то, чего не было и не могло быть в жизни. Внимание, вопрос. Что требовали исправить в картине военные специалисты? Время. Смотрите, он на лошади. А может быть, нельзя на лошади? И пушку с собой, наверное, нельзя быть. Он либо Суворов на лошади, этого не может быть, либо он сзади, он, может быть, всегда был впереди. Конечно. Он был среди всех. Спереди должен быть. Пушка не может быть там. Суворов должен быть впереди. Может, то, что они все Впереди, либо разные. про лошадь. Ребята, Может, ноги могла сломать? он всегда всего отказывался в пользу солдат. А почему Скорее всего, он пушка все в Он был порядке? без лошади, точно. Он должен был быть пешим. Без лошади, пешим он должен быть. То есть, либо Еще впереди, либо версия. пешим. Что еще может быть? Кроме того, лошадь в горах, это только опасно. Ну да, что Лошадь из водопада не могут А почему именно к военным? Ну, потому что военные специалисты, они в форме что-нибудь есть? может перейти через Нет, ну вряд ли, потому что они, ребята, он точно сидит на лошади, этого не может быть. Здесь пушка, мне кажется, что Нет, лошадь. пушка не нужна. Ответ маленьких знатоков. Прошу, кто отвечает? Отвечает Андрей Белкин. Андрей Белкин. Мы думаем, что требовали исправить то, что Суворов сидит на лошади. Они хотели, чтобы Суворов был без лошади. Стоял бы, А что, Суворов не может сидеть на лошади? чтобы убрали лошадь. Почему? Почему это касается военных специалистов? Господин Белкин. Возможно, потому что лошадь могла сломать ноги в горах. Сложно лошадь перетащить через Альпы. И Суворов отказывался от всяких удобств в пользу своих солдат. Вряд ли бы он был на лошади в горах. А если я скажу, что ответ касается, простите, солдат, а не Суворова и тем более не его лошади? Вы сообразите? Я вам даю дополнительные 5 секунд. Посмотрим на картину. Я ее не вижу. А если вижу, то без фокуса. Итак, ответ. Ответа нет. А теперь, внимание, правильный ответ. Военные специалисты говорили, что у солдат, которые низвергаются тесно друг за другом по ледяному склону, штыки должны быть сомкнуты, а на картине штыки наголо, что создает высокую вероятность поранить друг друга. Между прочим, вы были недалеко от ответа. Действительно, вы сказали, что трудно лошади в горах. Хорошо, что художник не послушался военных специалистов. А вы проиграли. Счет 1-0. Уважаемые телезрители, генеральный спонсор сотовая сеть «Сонет» объявляет всеобщие выборы лучшего игрока третьего тысячелетия и учреждает для него специальный приз – золотой сонет, сонет Шекспира на четверть килограмма чистого золота. Уважаемые телезрители, на 3 креслах у нашего стола сидят по 2 игрока, так что будьте внимательны, когда будете записывать номера телефонов. Второй раунд. Господа, традиционно российская страховая компания страхует знатоков от поражения в игре. Но сегодня у нас дети. Что будем делать, господин Кургин, в этом случае? Сегодня наша страховка гарантирует 3 вида. Первое, гарантирует поступление в ВУЗ. Второе, тем, кто уже студент, солидную выплату к свадьбе, а для малышей встречи с Дедом Морозом на Кремлевской елке. А вы дали мне 0. Интеллектуальное казино против знатоков. 3. И все-таки я думаю, что раз вы сели за игровой стол,
Значит, должна идти игра на равных. Я считаю вас взрослыми. Вы согласны с этим? Да. Итак. Итак, на кону у нас самая большая ставка 6000. Прошу. Спасибо. Деньги вам не дадут, дадут, может быть, родителям. Да. Идею этого вопроса, как обычно, мне подсказал телезритель. Даже супруги телезрителей из Белоруссии. Супруги Фришман. А речь пойдет об одном старце. Старец в Китае 2000 лет тому назад жил. Звали его Лао Цзы. Великий мудрец. Одно время он был хранителем царских библиотек. Потом долгое время жил в пещере на высокой горе. Да и, собственно, имя Лао Цзы, это его не имя, а прозвище. Лао Цзы по-китайски, по-древнекитайски, значит, великий мудрый старец. Итак, когда этому старцу исполнилось 70 лет, прошу не путать Божий дар с яичницей. Когда ему исполнилось 70 лет, а его родителям, естественно, гораздо больше, он часто приходил в гости к своим родителям и играл перед ними в детские игры. Внимание, вопрос. Для чего он делал это? Время. Чтобы они вспомнили, что он их сын. Чтобы они вспомнили, что он их сын. Чтобы они считали, что они себя моложе. Да. Нет, это он же мудрый был. Отвлечься детскими играми. Просто Они не думали о смерти. Могло быть, вы подумайте, ему 70 лет, родители сколько? Ну, лет 90. Чтобы родители узнали его. Родители, да, вспомнили, что он их сын, чтобы они узнали. Узнали его. А вообще, может быть такое, что они дожили. Может быть, он на могилу приходил. Нет, вряд ли. Они были живы, родителям гораздо больше. Факт не сказали. Не сказали, да. Что он их... Может, чтобы они не думали о смерти. С ними в детские игры. А что, может быть, детская игра, это значит что-то Вы другое? почувствовали себя моложе, да. Да. Может, детская игра, это какая-то игра там на могиле, что нет, на могиле А нет. зачем на могиле играть Что-то детские другое, игры? чтобы- может быть, это для него кажется. что-то. Ребята, китайский мудрец. Ну, что тут делать? Ну, Чтобы они узнали его. Чтобы моложе. Чтобы моложе, да. Что именно? Еще версия есть? ну, что не вспомнили? Чтобы моложе. Кто будет отвечать? Отвечает Марина Друзь. Марина Друзь. Опасно. Значит, Для чего вот этот вот 70-летний старец перед своими еще более старыми родителями играл в детские игры? Для чего? чтобы они чувствовали себя моложе. Чтобы, глядя на него, Они чувствовали себя моложе. не думал, что в 70 лет я проиграю детям. Господа, элитарный клуб знатоков предлагает в свою очередь для команды третьего тысячелетия помощь родителей. Один раз за всю игру команда юных знатоков может взять помощь своих родителей. Знатоков второго тысячелетия. Второе тысячелетие будет помогать третьего. И мы начинаем третий раунд. Господа, давайте всмотримся в лица маленьких знатоков. Я думаю, что дело не в том, правильно они ответят или нет на вопрос. Дело в том, приучен ли ребенок думать или еще нет. Вот Марина Друзь, наверное, приучена уже, да? Есть кому учить. 1000 красных. Играем на 1000. А перед вами известный конферансье Лев Шемелов. Кстати, госпожа Друзь, вот я знаю, у вас большая семья, у вас старшая сестра, родители. Как вы думаете, что важнее в семейной жизни?
Привычка или любовь? Покажите Друзь, пожалуйста. Не того, а эту Друзь. Любовь или привычка в семейной жизни? Я думаю, что любовь. Вошедшая Вошедшая в в привычку. Внимание, вопрос. Хотя можно было бы сейчас засчитать очко. Господа, внимание. Чья мать не развелась с мужем только потому, что считала привычка в семейной жизни важнее любви? Время. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это из Лариных. Евгений Онегин. Как ее звали? Ну просто мать Лариной. Чья мать? Мать Татьяны и Ольги. Да, может быть, еще тогда. Еще какие варианты? Ну давайте. Какого-то известного. Нет, Вообще, вообще, вообще могло не быть. А тогда, если разводы были, значит, это ближе к сейчас. Разводы еще в 19 веке были нормально. Ну, то есть трудно, но были. Анна Каренина нет, там она развелась. Просто оставим мать. Нет, давайте еще. Нас же спрашивают, чья мать, да? Значит, мы не знаем, как ее зовут. Значит, тут подходит ответ. Мать Татьяны и Значит, должен Ольги. быть кто-то один, если чья мать. Нет, не Нет, обязательно. ну вот их двое нормально. Значит, Лариных, допустим. Да. Мать Татьяна, да? Да, мать Татьяна и муж. Ответ знатоков. Кто отвечает на этот вопрос? Отвечает Марина Друзь. Вошедшая в привычку Марина Друзь. Итак, что вы отвечаете? Мы считаем, что это мать Татьяны и Ольги Лариных. И где вы это, откуда вы это узнали? Мы вспомнили слова Пушкина. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Внимание, правильный ответ. С супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Мать Татьяны. Пушкин, Евгений Онегин. 2-1. Уважаемая публика, внимание! Представляем главный приз юбилейных игр – бриллиантовую звезду нового магистра игры «Что, где, когда». Достоинство бриллиантовой звезды всем известно. 220 бриллиантов, 7,5 каратов, изумруды, рубины, золото 750 пробы, техника исполнения Фаберже. Но главное, не ее рыночная цена этой звезды. Главное признание заслуг лучшего игрока за все 25 лет существования элитарного клуба. Награждение состоится по окончанию финальной игры 30 декабря 2000 года. А теперь еще раз внимание, уважаемая публика. Генеральный спонсор, сотовая сеть «Сонет», предоставляет специальный приз для нового магистра игры «Что, где, когда». Вечный сонет. Вечный сонет оплачен до конца 21 века. Не ограничен во времени переговоров, обладает правом наследования и дарения. Самое главное, вечный сонет, как и все телефоны сотовой сети «Сонет», единственный, абсолютно безвредный для здоровья человека, а также полностью защищен от подслушивания. Вручение призов, как я сказал, через неделю на финальной игре. 4-й раунд. «2000 черных». И против вас играет учащийся СПТУ из деревни Малые Викоровичи, Белоруссия, Игорь Полипчук. Господин Крупье, Да, слушаю вас. Бинбанк увеличивает ставку в 2 раза. Спасибо. Вот коротко и ясно. Внимание, черный ящик. Господа, внимание. 2 грани, обе, кровь и смерть врагу пророчат. Одну из них – любовь, другую – злоба точит. Внимание, вопрос. Что в черном ящике, маленькие господа? Время. Часы.
Оружие может быть. Нет, там что-то материальное. Может быть, часы какие-нибудь? Почему? Что может быть? Грани должны быть, по идее. Почему две У грани? нас Первая строчка какая? Две грани, обе кровь и смерть. Две грани. Что может быть двухгранное? Черный и красный. Может, книга? Черный и красный. Злоба точно. две грани, может быть, что-то Это оружие. если оружие. Нет, вряд ли. Свобода, кинжал. Любовь и смерть. Может быть, кровь, Может быть, книга спеленать. Централ, черный и красный. почему две Что грани? еще может быть? Грани. Оружие можно Вы сделать. слышали? Любовь и смерть. Черный и красный. Что там? Книга. Книга. Давайте еще версию. Еще какие. Может, он просто лист лежит. Книга, карта. Что может быть? Деньги. Любовь, Кира, любовь и Кира, может, злоба. помощь? Кто отвечает? Отвечает Настя Овчинникова. Прошу, Настя. Это монета. Это монета. Да. Две грани, аверс и реверс, или орел и решка. И обе кровь, и смерть врагу пророчат. Да. Каким образом? Смерть врагу, допустим, мы гадаем на этой монете, подкидываем, орел или решка, смерть или не смерть, там, оставить жизнь. Да, красиво. Ответ принят. А теперь, внимание, правильный ответ. И я решил, что правильный ответ полностью сформулированный. А именно, что в черном ящике, скажет сейчас нам Андрей Белкин. Прошу вас. Что в черном ящике? Нет. Что там? У вас был правильный ответ? Кинжал. Абсолютно точно. Две грани, обе кровь и смерть врагу пророчит. Одну из них любовь, другую злоба точит. Открываем черный ящик. Расул Гамзатов так писал о кинжале. Еще становится 2-2. 2-2. Четыре тысячи мы отправляем в деревню Малые Викоровичи, Белоруссия, Игорю Полипчуку. Реклама. Пятый раунд. А вот у нас в гостях Егрымова, я вижу. Так, интересно все-таки, кто же на первом месте сейчас у нас на табло? Марина Друзь и Митя Еремин в одном кресле. И у нас сейчас 4000 черных. Тишина. Играет Гаене Аганесян, город Шилово, Рязанская область. Вот, кстати, Митя Еремин. Да. Вот это ваше лицо, да? Вот я смотрю на ваше лицо. Да? У вас одно лицо? Да, одно. Всего одно? Да. А вот китайцы говорят, что святого мудреца Бог награждает вторым лицом, Митя. Внимание, вопрос. Найдите, Митя и другие, в этом зале такого святого мудреца и покажите его второе лицо. Другой Время. из родителей. И мы. Родители или дети? Нет. Второе лицо это ребенок. Лысина, точно. Мудрец, Точно, лысина. А что еще кроме лысины? Кто у нас лысый в зале? Ищите Папа мой лысый. Ее папа Что еще может быть? Давайте еще вариант. Так, усы. мудрец. А муж у него должно быть на лице что-то Ум, написано. может, мудрость. Лысый, но это не обязательно мудрый. Может быть, мудрый человек, у которого Кажется, два ребенок. лица. Может, его Два лица. лысина, точно лысина. Может быть, показать надо кого-то из родителей и нас. А лысина какая? Здесь или здесь? Покажите Рамблера. Покажите Рамблера. Давайте еще. Замолчали, потому что не было второй сирены. А вот и вторая сирена. Да, прошу вас. Кто отвечает? Маша Орлова. Мы считаем, Маша Орлова. второе лицо это лысина. Ну, в данном случае это господин Рамблер. А теперь проверим, правильный этот ответ или нет. Древние китайцы говорили, за святость и мудрость
Бог наградил человека вторым лицом. Лысиной. 3-2. 3-2. Браво, Маша Орлова, браво. Господин Крупье! Господин Крупье! Громче, громче. Господин Крупье! Слушаю вас. Бинбанк открывает вклад депозитный Маши Орловой и увеличивает сумму выигрыша в 2 раза. В 2 раза мало. На депозитном вкладе Маши Орловой пока лежит 8 тысяч. Спасибо. Счет 3-2. Выигрывают дети, проигрывает Ворошилов. 6-й раунд. Посмотрим на ретро. Ретро. Итак, вопрос из прошлого. Господа, мы только что смеялись, и я хочу вспомнить еще раз Тамару Владимировну Вишнякову, которая вот-вот появится у вас на экранах. Это была прекрасная женщина, все отдавала своим книгам, была общественным деятелем, книголюбом, любила свою семью. Итак, господа, ретро. Внимание на экран. Нет ничего на свете сильнее и бессильнее слова. Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника, повести и рассказы. В борьбу вступает сотрудник Ленинградской государственной публичной библиотеки Юрий Павлович Вартанов. Внимание! Перед вами сейчас совершенно уникальное издание. Мы видим заглавие «Война и мир». Вопрос. Почему в заглавии романа стоит «и» с точкой, а не обычное в нашем написании большое «и»? Два мира. Есть мир просто как мир, вся Земля, а есть мир, который пиздит. У меня это запись. Это точно, я это прекратила. Есть такая, да, это 100%. значение слова «мир» обычно понимают неправильно. Досрочно ответим, давай. Потому что время тянуть. Господин Крупье, ответ готов. Вот так. Досрочный ответ маленьких знатоков. Отвечать будет Анастасия Овчинникова. А Анастасия Овчинникова, Да. кто дал версию, ту, которую вы будете отвечать первым? Вы или кто-то Скорее другой? всего, я. Да? Тебя я слышала первым. Слушаю, Настя. Значит так, было два варианта написания «мир». Одно с точкой. Это означало, что мир, ну, допустим, без войны, а есть мир как земля. Есть два варианта мира. Здесь употреблялось «мир без войны». Или наоборот. Отличный ответ. Итак, есть мир с точкой, да? И с точкой в слове «мир». И есть обычное «и». Мы рассматриваем «и» с точкой. Что значило это «и» с точкой? Не подсказывайте, пожалуйста. Весь мир как Вселенная. А что именно? Географическое понятие Вселенной. Мир, ну, допустим, светская жизнь. Светская жизнь во Вселенной? Не обязательно. Просто светская жизнь как понятие. Вы услышали, наверное. Внимание, правильный ответ. Мир через «и» с точкой означал раньше народ, общество. Лев Николаевич Толстой писал роман «Война и народ», а не «Война и мир», и не «Война и Вселенная». Поэтому вы правильно усомнились, как бы искали ответ. Но игра есть игра. Вы проиграли. Еще становится 3-3. Почему? Причину, пожалуйста. Объясняю. Светская жизнь и народ – это одно и то же. Светская жизнь и народ приблизительно одно и то же. Можно показать ретро-ответ? Скажите нам, пожалуйста. Господин Каморин, вы хотите защитить своего ребенка? Прошу вас. Я хотел просто, чтобы мы посмотрели ретро-ответ. Ретро-ответ. Да. А я его огласил сейчас. Нет, Мы хотим в оригинале. А если ретро-ответ сойдется с моим ответом, я получаю дополнительное очко, да? Нет. Я же не Борщевский.
Ну, пожалуйста, я попрошу сейчас телевизионного режиссера дать нам ретро-ответ. Внимание на экран. Два разных слова. Мир, где и с точкой, и мир, где и без точки. В старой грамматике. Значит, мир, где и без точки, это не война. Мир, где и с точкой, это свет, земля и так далее. То есть общество. Все-таки слово «общество» было названо. Жизнь — это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Свет и земля, вы не назвали главного слова. Общество. Господин Крупье, у меня есть предложение обратиться... Я понял, вы хотите дать страховку за... Да. Есть Андрей Козлов, который у нас является арбитром. Извините, пожалуйста. У нас есть свой арбитр, господин Борщевский. Господин Борщевский, ваше слово. Господин Крупье, ну тут вот моя дочка, как рвется в бой, сегодня играют дети, пускай дети и судят, я так считаю. Ну, дочка будет подслушивать детям. Я буду подслушивать детям, потому что они правы. Вы знаете... Дети правы, они ответили за свет. Они сказали себе общество. Брэд ответил за свет. Дети выиграли этот раунд. Я чувствую, сейчас уже в дикторскую рвутся редакторы и начинают меня бить. Это третье тысячелетие, господа. Не удивляйтесь. 7-й раунд. Счет, как я и говорил прежде, 3-3. Счет 3-3. Посмотрим на стол. На стол игровой посмотрим. 4000 красные, да. Играет пенсионер Голубицкий. Город Зеленодольск, Татарстан. А сейчас я хочу спросить маленьких игроков, кто из вас уже знаком с чертежами? Кто-нибудь уже чертил в своей жизни? Все чертили. Все чертили, да? И даже Даня Еремин поднял руку. Внимание! Чертеж! Маленькие знатоки. Перед вами геометрическая схема. Геометрическая схема. Покажите нам тоже. Что все время скачет в кадре? Нельзя ли поспокойнее? И нервы расшалились. 3-3 с детьми. Перед вами геометрическая схема всем известного поединка, сделанная самим телезрителем. Внимание, вопрос. Кто в этом поединке, кто с кем дрался? Господа. Самый знаменитый поединок Пушкин с Дантесом. Точно, вот там стоял Пушкин, потому что его застрелили. Сколько? Какие еще? Лермонтов, Мартынов, Марина, Катинов, не знаю. 9, 32. Минус 18. Почему без Потому что 18? А что такое 4 и 5? Это 14, 14 шагов. Там больше было шагов. Это Может, это на них? Это точно дуэль и точно... Это точно дуэль. А что еще Это можно Ленский. Это Пушкин с Дантесом, точно. Какие еще версии? У нас дуэлей много, Марина, не выбрать. А что еще может быть? Какие еще? Лермонтов. Лермонтов с Мартыновым нет. У них были другие условия. Герои. Кто пудов? Литературные герои. Нет. Кто еще может драться? Они на пропасти стреляли. Нет, Пушкин Театры. Это простой должен быть вопрос. Да. Кто отвечает? Отвечает Андрей Белкин. Андрей Белкин. Кто дрался, Андрей Белкин? Мы считаем, что это на этом рисунке изображена схема дуэли Пушкина с Дантесом. А кто высказал первый эту мысль? Андрей Белкин, покажите, пожалуйста. Боюсь, что я не знаю. Тогда я скажу, кто высказал. Я думаю, громко высказала эту мысль, Марина Друзь, да. Она все время настаивала, что это Пушкин и Дантес. А так как у нас лидер Марина Друзь, то все потянулись как гуси за лидером. Внимание, правильный ответ. Я говорю, внимание, правильный ответ. Покажите схему, пожалуйста. Спасибо. Плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага,
отмерил с точностью отменной. Еще не целя 2 врага, походкой твердо, тихо, ровно 4 перешли шага, где здесь 4. Вот 5 шагов еще ступили. И Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил. Дуэль Онегина с Ленским. Понятно? Еще становится 4-3. В пользу телезрителей. Господин Крупье, Да, слушаю вас. Минбанк присуждает премию телезрителю за этот интересный вопрос. 5000 Спасибо. рублей. 5000 рублей мы отправляем вместе с 4000 отправляем в город Зеленодольск, в Татарстан, пенсионеру Голубицкому. Спасибо Минбанку. 8-й раунд. Еще раз посмотрим на результаты голосования. Лучший игрок 3-го тысячелетия. Марина Друзь, Митя Еремин. Покажите, сколько? 23 тысячи, больше, чем 24 уже тысячи. Остальные 15 тысяч Андрей Белкин и Маша Орлова 6 тысяч. Да. 2 первых места оторвались от остальных, и мы имеем сейчас 4 тысячи на кону. Играет Лиля Бойко, Москва. Господа, кто-нибудь слышал о японском саде камней? Да. Слышали, да? Покажите, кто слышал. Что-то я сегодня не вижу знакомых. Вы слышали? Кто еще слышал? Все слышали. Так вот, я уполномочен заявить, что сад камней никакого отношения к вопросу следующему не имеет. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание, вопрос. Вы видели сейчас зимний японский сад. Скажите, что же в японском саду является символом женской, отрицательной, темной силы, инь? А что является воплощением светлой, мужской, положительной силы, янь? С точки зрения китайцев, конечно. Вот там свет менялся, полоски были. Вода и воздух, трава и камни. Елки какие-то. Трава и камни. Камни, воздух. Если не должны Там камни показывали, деревья показывали. Сосна была разве? Да, была. Там были камни, вода и сосна. В основном там деревья были. Там трава была. Да, снег не всегда. Снег, возможно. Снег не всегда есть в их саду. А инь-янь должна быть постоянно. Зима. Противоположность какая-то. Вода и камни. Вода там растет. Вода. Тогда не показывает. А может быть растительности камни, трава и камни. Вода и камень. Это, скорее всего, снег. Тогда бы снег не показывали. Да, снег как раз. Снег и вода. Снег и вода. А именно зимний сад был. Снег в японском саду. Снег и вода. Вода это... Вообще в японском саду. Почти как снег. Нет, не А снег. что вы Нет, решаете? камни. Камни и вода. А что это? Там надо что, янь? Камень это мужчина, а женщина это вода. Ответ, знатоков. К сожалению, время ваше истекло. Отвечает Марина Друзь. Итак, с точки зрения японцев, я хочу поправиться, что в японском саду является символом женской отрицательной темной силы и что является воплощением светлой мужской положительной силы. Ответ юных знатоков. Кто будет отвечать? Марина Друзь. Опять Марина Друзь. Прошу вас, Марина. Наша команда решила, что это вода и камень. Вода и камень. Камни. И камни. Вода и камни. Да. Вы так думаете? Покажите мне вот ваши глаза. Вы уверены в вашем ответе? Нет. Но вы отвечаете именно это. Покажите не папу, а дочку. Да, я не беру свои слова обратно. Не берете. Да.
Внимание, правильный ответ. Для японца женская сила инь воплощается в воде, а мужская сила янь в камне. Реклама. 9-й раунд. Слушай, говорите. Я хочу сказать про прошлый раунд. Марина Друзь правильно ответила на вопрос. Мы увеличиваем сумму выигрыша предыдущего раунда в 2 раза, 8 тысяч, и увеличиваем таким образом сумму ее депозитного счета. И так на ее счету уже 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, но я хочу вам официально сообщить, что мы считаем, что версия была Маши Орловой, которая так и осталась без денег. В данном случае мы придерживаемся правил, что правильный ответ произнесла Марина Друзь. А мне нравится Маша. Нам она тоже нравится. Итак, на кону 4000. И против вас играет Людмила Синякова, город Троицк 5. Уважаемые маленькие знатоки, кто-нибудь из вас, вот Маша Орлова, ты в музыкальную школу ходила когда-нибудь? О, я не закончила. Нет. А кто кончил? Я. Я это кто? Я все время не вижу того, кто говорит. Это такое правило у нас сегодня. Скажите, пожалуйста, а вы играете на музыкальном инструменте? Да. На одном? Да. На одном. Так, а кто еще играет на музыкальных инструментах? Кто? Я. На каком? Я раньше играл на фортепиано. Максим Каморин, да? И сейчас немножечко так на флейте. Замечательно. А вот теперь посмотрим на нашего ребенка, на Николая, на моего помощника. Я хочу сказать, что он играет на 120 музыкальных инструментах. Браво! Внимание! Праздничный рок. Спасибо. Это довольно трудно. Внимание. Тишина. Отдайте им рог, пожалуйста. Существовал обычай. А в определенные дни трубить в подобный рог, и тогда отпускали на волю рабов, пленных и осужденных. Внимание, вопрос. Новый год. А как назывался праздник, на котором это все происходило? Досрочный ответ. Досрочный ответ. Отвечает Марина Друзь. Вы рискуете. Да. Это еврейский Новый год, Рош Гашана. Таков ваш ответ. И я даже не буду спрашивать, вы уверены в нем или нет. По вашему тону я знаю. Уверены. А теперь, внимание, правильный ответ так просто, по традиции. На древнееврейском языке подобный рог назывался юбель. В такой рог трубили каждые 50 лет. А праздник назывался юбилей. Юбилей! 5-4. Ребята, у вас есть помощь родителей, не забывайте об этом. 5-4. И 4000 мы отправляем в город Троицк 5 Людмиле Синяковой. Ребята, у вас помощь родителей есть. Еще есть возможность родителей. Не забудьте ее использовать. 10-й раунд. Взвесьте все, поторопитесь. Сейчас каждый раунд может стать последним, ибо мы играем до 6 очков. 2000 красные. Я хочу сказать, что у вас еще есть помощь родителей. И 2 минуты. Нет, никаких. Даня Еремин, неправильно. 2 минут у вас нет сэкономленным. Каждому 2 минуты. Против вас играет Нина Ластовкина из Саратова. В юности мы знаем, что многие пишут стихи. А вот Даня Еремин пишет стихи, нет? Нет. Нет. А кто-нибудь пишет за столом стихи? Ну, если это назвать можно писанием стиха. Кто Гутовинова Кира? А кто еще? Я пишу стихи в 12 лет. А? Я немножко. Немножко Овчинникова, да? Да. Ну хорошо, тогда, Настя, послушайте, пожалуйста, японское стихотворение. Вот когда ужас спадет, наступит тишина. Я испытал и горечь, и испуг.
и радость сладостных минут в борьбе с... Внимание, вопрос. Закончите это хокко. В борьбе с собой. Что еще можно? Еще раз прочитайте. Я испытал горечь и испуг, и сладость, и радость, сладость минут в борьбе с самим собой. Нет, С не надо. любовью. Там не должно быть рифмованных. Рифмы нет. Рифмы не должны. В борьбе с собой, ребята, с собой. Что еще? Еще версии. Давайте. И радость, сладость Что еще минут в можно? борьбе Кем он мог бороться? С жизнью, Со смертью. со старостью, с жизнью. Я С испытала горечь и испуг, и радость, сладость минут в борьбе Радость не может, со смертью Самим нет. собой. просто с собой. Самим собой. Самим собой. Может быть, со старостью. со своим Да, жизнью. какая радость? Какая радость? С любовью, радость. Со смертью. Берем помощь? Берем. Нет, не берем. Минуту. Берем помощь. Нет, они говорят. Они не хотят. Кира, вы берете помощь или нет? Мы не берем помощь. И тогда кто отвечает? Ну, давайте я постараюсь ответить. Отвечает капитан Расслаблен. Кира Гутовинова. Я испытал и горечь, и испуг, и радость сладостных минут в борьбе. С самим собой. Вам очко! 5-5! Господин Крупье! Господин Крупье! Слушаю вас! Крупье! Минбанк открывает депозитный вклад на имя Киры Лутовиновой, увеличивает сумму выигрыша в 3 раза. На ее депозитном счету 6 тысяч рублей. Спасибо! 5-5! 11 раунд! Идет последний раунд, ибо счет 5-5. Дети знатоков против взрослых телезрителей. По стрелке. По стрелке, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, по стрелке. 6 тысяч. Самая большая наша ставка. Тише. Играет Михаил Миронов. Нижний Новгород. Госпожа Настя Овчинникова. Да, Вот говорят, что вы учитесь в Институте туризма и гостеприимства. да. Я, правда, не знаю, чему там можно учить. Я думаю, что гостеприимство – это душевное качество. Ну-ка, ладно. Ну, ладно. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, в Японии как бы узаконено. Ежедневно перед сном все должны принять ванну. И вот меня, как гостя, пригласили принять ванну первого. Когда я вошел в ванную комнату, то ванны я там не обнаружил. А обнаружил в углу возвышение пола, закрытое щитом. Открыв щит, я увидел там сидячую ванну, заполненную горячей водой. Пропарившись в ванне, я вымылся под душем. Ну, а чтобы не подвести Россию, я все за собой тщательно прибрал. Спустив воду из ванны, я ее хорошенько вымыл, сполоснул стены, пол водой, закрыл крышкой ванну и вышел в предбанник одеваться. Оделся и сразу же мгновенно пошел к себе в комнату. Не прошло и минуты, как в дверь моей комнаты постучала хозяйка дома. Вошла и сделала мне существенное замечание относительно приема мной ванной процедуры. Внимание, вопрос. В чем заключалось ее существенное замечание и в чем я провинился? Уточняю. Уточняю. В
в чем две ошибки телезрителя? Что он сделал неправильно? Дважды. Время. Нельзя спускать воду и нельзя убрать. Наоборот, сначала, да. Сначала душ, потом... Они тоже экономят воду. Потом остальные, потом хозяева, потом... А, это они не могли. Нет, правильно. Они не знали, что он будет сначала. Значит, первый спустил воду, второй ушел сразу после. А что? Ну что он вытелся? И сперва принял ванну. Может, нельзя вытираться? Сперва принял ванну, а потом душ. Надо наоборот. Он сказал об одной. Они не знали, что он принимает. Телезритель об одной. Ребята, она опрыскивается пневматическими средствами. Нет, не опрыскивается, моется тоже. Если он моется, чтобы он был как бы единым целым со всей семьей, он должен мыться в одной ванне. Да. Значит, первый недостаток, что он спустил воду, а вторая ошибка Я какая? думаю, что душ принял. После. Сперва душ, потом ванну. Сначала ванна. Это невозможно, что они помыли ванну. Ребята, Это никто не проверит. Как они могли узнать об этом? Может быть, ванну мыть нельзя, там должно накапливаться. Закончили обсуждение. Я слушаю вас. Родители. Помощь родителей. Итак, Значит, душ. одну секундочку. Время идет. Ребят, родители, насчет душа. Сначала душ вымывайте, потом А теперь расскажи, как она знала, что сначала приняла. Телезритель об А одной. теперь скажи, как она узнала, что сначала... Она сказала об одной. Она сказала об одной ошибке. Ребята, кто будет отвечать? Значит, давайте. Значит, Кира, сначала нужно было принять душ, а потом отмокать в бочке. И в одной бочке, да, и мойте все в одной воде. Нет, вот, значит, первое, принять душ вначале. Секунду. Нет, секунду. Значит, первое, принять душ перед началом, и второе, а второе, отмокнуть в бочке, ни в коем случае не спускать воду. Все моются в одной воде. Ну, вот другой спрашивали. Значит, две вещи, две ошибки. Хозяйка его отчитала за то, что он спустил воду. Да. А вторая ошибка, что сначала вымыться надо, а потом... Секунду. И потом... Кира, Да не надо тебе это, что ты ребенка грузишь? бочки, они не моются, а отмокают. Закончилась помощь родителей. Больше обсуждать мы не будем, иначе будет штрафное очко. Итак, две ошибки телезрителя. Кто отвечает? Ну, давайте опять попробую я. Капитан Кира Лутовинова. Первая ошибка. Первая ошибка – это то, что он сначала отмокнул в бочке, а потом принял душ. Принято наоборот, залезать чистым в эту бочку и там уже париться. Такова первая ошибка, по-вашему. Вторая ошибка – то, что он слил воду. Где слил воду? Он из бочки слил воду, когда уходил. Почему? А это ошибка. Это ошибка, потому что воду экономят, горячей воды нет. Потому что нет горячей воды. Все там моются. Там Не все понял. Я второй раз вас не понимаю, господин капитан. Я вас не понимаю, потому что горячей воды не было, да? Нет, была горячая вода. Была горячая вода. Традиция такая, что все моются в одной бочке. И что? Я слышу, что кто-то еще отвечает. Счет 5-5, и я сейчас вам присужу поражение. Вторая ошибка, еще раз повторите. Вторая ошибка то, что он слил воду из бочки. Почему это ошибка? Тишина. Об этом, собственно, не шла речь у нас. Да, не шла, но сейчас идет. Юная Кира Лутовинова, почему нельзя было сливать воду из бочки? Господин Белкин молчит, и все остальные, даже Лутовинов молчит. Потому что грели воду камнями, раскаленными камнями нагревали воду, и чтобы ее часто не греть, нельзя было сливать. В одной воде все моются. То есть потому Камни что... пока остывают, они греют воду. А если слить, то уже полуостывшие камни не смогут. То есть поскольку грели воду камнями, то нельзя сливать воду, потому что иначе будет прохладная вода, да? Так как все мылись в этой бочке, в одной воде, чтобы она не остылась. Хорошо, вот теперь вы выберете, наконец, из вашей неразумной и непонятной для меня речи, вы определили две причины, все молчат. Либо потому, что заканчивалась горячая вода, это первая причина, либо потому, что просто такая традиция, и все моются в бочке в одной. Господин Крупье, просто такая традиция, и все моются в одной бочке. Внимание, правильный ответ. Азия.
Первая ошибка в том, что нужно было не после ванной, а перед ванной принять душ, чтобы быть чистым. Вторая ошибка в том, что он спустил после себя воду в ванной, так как японцы по традиции моются все в одной бочке. И счет 6-5. В пользу знатоков. Победа юных знатоков. Победа команды третьего тысячелетия. Вот имена победителей сегодня. Кира Вутавинова, которая все-таки сделала игру. Кира Вутавинова, не заслоняйте ее. Вот она. Марина Друзь. Много пользы принесла сегодня. Марина Друзь. Митя Еремин. Маша Орлова. Спасибо, Маша. Саша Царькова. Даня Еремин. Андрей Белкин. Хочу поздравить и его папу тоже. Максим Каморин. И Настя Овчинникова. Спасибо вам, ребята. Внимание! В голосовании приняло участие 99 тысяч телезрителей. Лучшими знатоками третьего тысячелетия признан Марина Друзь и Митя Еремин. Они вместе сидят в кресле. За них подано, еще раз, 38 875 голосов. И они получают хрустальные совы. 2 хрустальные совы. Прошу передать и тому, и другому знатоку. А теперь, внимание! Золотой сонет вручается лучшему из 2 лучших. Сонет Шекспира на 1/4 килограмма чистого золота. И вручает приз генеральный директор сотовой сети «Сонет» господин Сусов. Что скажет господин Сусов? Во-первых, я хочу высказать восхищение игрой знатоков, потому что такого удовольствия, по-моему, не получали все присутствующие давно. Даже когда играли зубры. Победа абсолютно заслуженная, и то, что сегодня золотой сонет достается Марине Друзь, это тоже весьма обоснованно. Марина, от всей души вас поздравляю. Марина, поздравляем. Но одновременно с этим сотовая сеть «Сонет» приняла решение о том, что сегодня за столом есть игрок, который незаслуженно, ему не было уделено достаточно внимания. Это Маша Орлова, которая совершенно однозначно взяла 2 вопроса. Первые версии были ее, и поэтому сотовая сеть «Сонет» открывает ей счет в банке, в каком она захочет. Возможно, это будет Бинбанк, возможно, это будет какой-то другой банк. Это ее решение. На 20 тысяч рублей. Спасибо. Спасибо. А я хочу сделать еще одно объявление. Уважаемый публика. Владимир Яковлевич, извините, пожалуйста, еще. А самым главным подарком сегодня нашим знатокам будут сонеты Шекспира, чтобы они любили Шекспира и сонеты так же, как и вы. У меня тоже есть одно объявление, один подарок. У нас в гостях известный кинорежиссер Юрий Грымов. Сейчас он снимает фильм «Коллекционер». Но не в этом дело. Я хочу вручить Юрию Грымову хрустальную сову за лучший рекламный ролик по «Что, где, когда». Вы помните, Яковлев, вы помните тигра, да? Да. Который выбегает, да? И меня, вернее, мой сапог. Помните? Вот идея и исполнение Юрия Грымова. Через неделю финал. А что будет в финале, никто не знает. До встречи.